Здесь дыхание земли ощущается кожей. Представьте себе континент, где каждый рассвет окрашивает небо в тысячу оттенков золота, где древние баобабы хранят секреты тысячелетий, а звездное небо светит так ярко, что кажется, будто можно дотронуться до Млечного Пути. Друзья, добро пожаловать в Африку, континент контрастов, где древнейшие пустыни соседствуют с бурлящими тропическими лесами, полными жизни, где живут самые удивительные создания нашей планеты. Африка — это не просто место на карте, это целый мир в одном континенте. Саванна простирается бескрайними золотистыми морями травы, где травяное море колышется под ветром, как живое золотое покрывало. А силуэты акаций на закате становятся декорациями к вечной драме жизни и смерти. Здесь каждый день — это спектакль природы. Сахара — самая большая жаркая пустыня мира, где песчаные дюны меняют свою форму, словно живые существа. Днем здесь царит невыносимая жара, а ночью температура может опуститься до нуля. Тропические леса Центральной Африки дышат влажным воздухом и скрывают в своих зеленых глубинах невероятное разнообразие жизни. Здесь каждый листок, каждая лиана рассказывают свою историю. Великие озера Африки — это зеркала, в которых отражается душа континента. Озеро Виктория питает Великий Нил, а озеро Танганьика хранит в своих глубинах рыб, которых нет больше нигде на земле. Это Африка. Неприукрашенная, неукротимая, невероятная. Здесь под жарким солнцем, где саванны простираются до горизонта, шумят густые джунгли, а пески пустынь хранят древние тайны. Жизнь кипит в самых невероятных формах. Каждый шаг здесь — это встреча с чудом. Крики птиц смешиваются с рыками львов, стада слонов пересекают пыльные тропы, а где-то в тени затаился новый герой нашего рассказа. Он не нуждается в представлении. Его уважают, его боятся, им восхищаются. Это лев, величественный властелин саванны, настоящий король среди диких животных. Мощный, с густой гривой, словно огонь заката, он шагает по земле, которая дрожит под его лапами. Сегодня мы заглянем в мир львов. Узнаем, как живет прайд, почему охотятся в основном львицы и как звучит рык, от которого замирает все живое. Удивительно, но львы — единственные из всех кошачьих, кто живет семьями. Такая группа называется прайд, и в ней может быть до 30 особей. Взрослые самки, их детеныши и 1-2 самца. Все львицы в прайде вместе воспитывают детенышей, неважно, чьи это малыши. Настоящая коммунальная семья. Самки в прайде – настоящие охотницы. Они работают в команде, окружая добычу с разных сторон. А самцы присоединяются позже, чтобы отогнать других хищников и начать трапезу первыми. Рык льва можно услышать за 8 километров. Каждый рык уникален, как голос у человека. Это способ общения и заявка на территорию. Львы видят в темноте в 6 раз лучше людей. Их глаза светятся в темноте, как 2 золотых фонарика. Большинство львов не любят воду, но есть особые львы в Ботсване, которые научились плавать и даже охотиться в воде. Племена Масаи верят, что львы — это духи великих воинов, которые продолжают охранять свои земли даже после смерти. Встретить льва означает, что предки благословляют твой путь. Давным-давно у львов не было гривы, но самый храбрый лев спас от огня всех животных саванны, и солнце подарило ему золотую гриву как награду за отвагу. С тех пор все львы-самцы носят этот подарок солнцу. Зулусы рассказывают, что первый лев был создан из молнии и грома, поэтому его рык такой мощный, в нем живет сила небесной бури. В древнейших племенах Восточной Африки рассказывали о льве-духе, который охраняет баланс между мирами живых и мертвых. Говорили, что если тебе привиделся лев во сне, это знак силы и перемен. А если лев вышел к тебе на рассвете, значит, природа выбрала тебя своим защитником. Не зря льва называют символом власти, гордости и храбрости. Он не только хищник, но и живая легенда Африки.
Львы проводят в отдыхе до 20 часов в сутки, предпочитая охотиться ночью или в сумерках. Они активно общаются, используя не только звуки, но и язык тела, касание головами и вылизывание друг друга, укрепляют социальные связи в прайде. Самцы львов достигают веса до 250 килограммов и длины тела до 3 метров с хвостом, что делает их вторыми по величине кошками после тигров. Чем темнее и гуще грива у самца, тем выше его статус среди других львов и привлекательность для львиц. Африканские львы находятся под угрозой исчезновения. За последние десятилетия их численность сократилась почти наполовину, в основном из-за потери среды обитания и конфликтов с человеком. Эти величественные создания продолжают вдохновлять и восхищать всех, кто хоть раз встречался с ними на просторах Африки. Но в этой земле не только рык говорит о власти. Иногда настоящая сила проявляется в тишине и высоте. Поднимите взгляд. Над саванной медленно и грациозно движется новый герой. Его голова почти касается неба, а походка будто музыка ветра среди трав. Жираф – удивительный великан Африки. Давайте познакомимся с этим удивительным великаном поближе. Жирафы – одни из самых впечатляющих обитателей африканской саванны, славящиеся не только своим ростом, но и изящной грацией и любопытством. Жирафы – самые высокие наземные животные на Земле, достигающие в высоту до 6 метров. Их шея может составлять почти половину общей длины тела. Узор на коже каждого жирафа уникален, словно отпечатки пальцев у человека. Это помогает им узнавать друг друга. Несмотря на свою длину, шея жирафа состоит всего из 7 позвонков, как и у человека. Просто они гигантские, каждый позвонок длиной до 25 сантиметров. У жирафов огромное сердце весом около 11 килограммов, способное прокачивать кровь на высоту до 3 метров, преодолевая мощную гравитацию. Особые клапаны в сосудах шеи и сеть капилляров в мозгу предотвращают потерю сознания при наклоне головы. Язык жирафа невероятно длинный, до 50 сантиметров. Он не только помогает им дотягиваться до листвы, но и обладает устойчивостью к колючкам и жестким веткам. Может обвивать ветки и срывать листья, не поранившись о шипы акации. Жирафы – травоядные животные, основой рациона которых являются листья, почки и побеги деревьев и кустарников. Особенно они любят нежные листья акации, до которых легко дотягиваются благодаря своей длинной шее и цепкому языку. Эти великаны могут питаться по 16-20 часов в сутки, съедая до 35 килограммов листвы в день. Пьют они воду лишь раз в несколько дней, так как получают влагу в основном из пищи. Жирафы спят очень мало, всего около 2 часов в сутки, причем чаще всего стоя, короткими интервалами по 5-10 минут. В отличие от многих других животных, жираф почти не издает звуков, его спокойствие обманчиво. При необходимости он может ударом копыта убить льва, но чаще всего он предпочитает не вступать в конфликты и мирно наблюдает за жизнью саванны с высоты своего роста. Несмотря на высокий рост, жирафы могут бежать галопом со скоростью до 55 км в час, хотя обычно предпочитают двигаться неторопливо и грациозно. Хотя раньше считалось, что жирафы безмолвны, ученые выяснили, что они общаются на низких частотах, почти неуловимых для человеческого слуха, а также мычат, фыркают и свистят. В мифах народа суахили говорится, что когда Бог создавал животных, он дал жирафу длинную шею, чтобы тот мог первым видеть грозу, огонь или опасность и предупреждать других. А пятна на его теле были подарком от солнца, чтобы он мог сливаться с деревьями и быть невидимым для врагов. Старейшины народа масаев верили, что жираф – это дух мудреца, смотрящий на мир с высоты. По их преданию, когда Бог создал животных, он дал жирафу длинную шею, чтобы тот первым замечал опасность и предупреждал других.
а его пятна считались картой жизни. Ни один жираф не похож на другого, как и ни один путь судьбы не повторяется. А теперь посмотрите, как он двигается. Его походка похожа на танец природы. Каждый шаг жирафа – это поэзия в движении, но за его спокойствием прячется история выживания. Популяция жирафов тоже уменьшается, и сегодня они нуждаются в нашей защите не меньше, чем львы. И пока жираф неспешно уходит в глубину саванны, словно растворяясь в горячем мареве воздуха, в траве затаился совсем другой герой. Его почти не видно, но тишина вокруг – это лишь затишье перед стремительным рывком. Он не самый крупный, не самый грозный, но на его стороне скорость, молниеносная реакция и точность. Встречайте гепарда, самого быстрого хищника на планете. Представь себе кошку, которая способна бегать быстрее автомобиля, мчащегося по шоссе. Гепард может развивать скорость до 100 км в час всего за 3 секунды, почти как гоночный спорткар. Гепарды живут в Африке, на бескрайних саваннах, где много открытого пространства, чтобы развивать такие скорости. У них стройное тело, длинные ноги и гибкий позвоночник – все это помогает им бежать с огромной скоростью и ловкостью. У гепарда красивый золотисто-песочный мех, усыпанный черными пятнышками, не розетками, как у леопарда. Это отличный камуфляж в высокой траве. У каждого гепарда свой узор, как отпечаток пальца у человека. Мордочка. Узнаваемая по черным слезным полоскам, идущим от глаз к уголкам рта. Как будто черные стрелки. Ученые думают, что они помогают защищать глаза от яркого солнца, как черная полоска под глазами у футболистов, и лучше фокусировать взгляд на добыче. Они не умеют рычать, зато могут мурлыкать, совсем как домашние кошки. Гепард – абсолютный чемпион скорости на суше. Он может разогнаться до 110-115 км в час. Это быстрее, чем едет машина по шоссе. Как он это делает? Представьте, гибкий позвоночник растягивается и сжимается, как пружина. Длинные ноги делают огромные прыжки, до 7 метров за один шаг. Не втягивающиеся когти, как у собак, работают как шиповки у бегуна, цепляясь за землю. Большие ноздри и легкие закачивают много воздуха. Длинный хвост помогает балансировать на крутых виражах. Но такую суперскорость он может поддерживать всего 20-30 секунд и не больше 400-500 метров. Потом ему нужно долго отдыхать и остывать. Это спринтер, а не марафонец. Гепард охотится днем, когда другие большие кошки спят. Он полагается на свое зрение, видит добычу за 5 километров. И скорость, тактика, как ниндзя. Он крадется как можно ближе к добыче, газелям, импалам, зайцам, используя траву и неровности рельефа. Потом молниеносный рывок. Он не прыгает на добычу с дерева, как леопард, а сбивает ее с ног на бегу ударом лапы, а затем душит, вцепившись в горло. Самки обычно живут и охотятся одни с детенышами. Самцы часто образуют небольшие группы, обычно братские по 2-3 особи, которые помогают им защищать территорию. Детеныши, котята, рождаются слепыми и беспомощными, с пушистой серой гривкой на спине. Эта гривка маскирует их под опасного зверька – медоеда. Мама прячет их в логове и часто перетаскивает с места на место, чтобы защитить. Увы, до взрослого возраста доживают очень немногие. Несмотря на скорость, гепард не самый сильный хищник. Львы, леопарды, гиены и даже орлы могут отобрать у него добычу или напасть на детенышей. Он старается быстро съесть добычу и уйти подальше. В Древнем Египте гепардов называли душами ветра. Считалось, что они умеют разговаривать с богами, потому что бегут быстрее всех живых существ. Фараоны держали прирученных гепардов как символы власти и брали их на охоту, как мы сейчас берем собак. Гепарда сажали на повозку, подвозили к стаду антилоп, снимали с повозки капюшон, да, им надевали что-то вроде капюшона, и отпускали добывать обед для царя.
В Индии, где гепарды тоже когда-то жили, считалось, что они получили свою невероятную скорость в подарок от богов за какую-то особую заслугу или мудрость. Их пятна иногда связывали со звездами на ночном небе, а в некоторых африканских племенах верили, что у гепардов есть магическая связь с молнией. Говорили, если гепард пронесся мимо, скоро грянет гром. Дети верили, что если ты увидел гепарда, тебе будет вести, но только если он не увидел тебя первым. Когда-то гепарды жили по всей Африке и Азии. Сейчас они находятся под угрозой исчезновения. В Азии, Иране их осталось считанные десятки, в Африке несколько тысяч. Почему? Люди занимают их земли под фермы и города. Им негде жить и охотиться. Добычи становится меньше. Иногда их убивают, защищая скот. Раньше их ловили для царской охоты, что тоже сильно уменьшило их число. Вот такой он, гепард. Не просто пятнистая кошка, а удивительный спринтер, древний спутник царей, герой легенд и хрупкое чудо природы, которое очень нуждается в нашей заботе. Но саванна продолжает жить, и среди золотых трав, словно живые узоры, появляются новые силуэты, черно-белые, как день и ночь. Их невозможно спутать ни с кем. Зебры — это не просто лошадки в тельняшке. Это удивительные животные Африки, окутанные тайнами и легендами. Давайте узнаем о них все самое интересное, просто и захватывающее. Каждая зебра имеет уникальный рисунок полосок, как отпечатки пальцев у человека. Ни одна в мире не повторяет другую. Жеребята узнают маму именно по узору. Для чего они? Ученые спорят. Это главная тайна зебр. Защита от мух, ЦЦ и слепней. Это самая популярная теория сегодня. Слепням трудно приземлиться на полосатую поверхность. Их сбивает с толку отражение света и движение стада. Это как оптическая иллюзия для насекомых. В жарком мареве саванны или в высокой траве движущееся полосатое стадо сливается в одну размытую массу, сбивая с толку львов и гиен. Особенно на рассвете-закате. Черные полосы нагреваются сильнее белых, создавая вокруг тела микропотоки воздуха, которые помогают зебре охлаждаться, как природный кондиционер. Узоры помогают зебрам узнавать друг друга в стаде и укрепляют социальные связи. Зебры водятся только в Африке. Они – неотъемлемая часть ее экосистем – саванн, травянистых равнин, горных плато и даже полупустынь. Различают три вида зебр – равнинная, саванная. Самый многочисленный вид. Живет в саваннах Восточной и Южной Африки. У нее широкие четкие полоски, доходящие до живота, более светлые полосы между основными. Ноги полосатые до копыт. Зебра гревви – пустынная, самая крупная и редкая. Живет в полупустынях Восточной Африки. У нее очень узкие, частые, близко расположенные полоски. Живот белый без полос, большие округлые уши, как у осла. Выраженная черная полоса вдоль спины. Горная зебра, самая маленькая и уязвимая. Живет в горах Намибии и ЮАР. У нее полоски шире, чем у гревви, но уже и четче, чем у равнинной. На животе полосы есть, но не доходят до середины. Под горлом есть подгрудник из кожи. Зебры живут в стаях, которые держатся вместе не только ради защиты, но и по социальным связям. У них есть дружба, лидеры и даже те, кто заботится о больных. Зебры способны преодолевать огромные расстояния в поисках воды и пищи. Они – часть сезонных миграций, величайших на планете. Иногда зебры объединяются в огромные мигрирующие стада, особенно с антилопами гну. Почему? Безопасность в числах. Чем больше глаз, тем легче заметить хищника – льва, гиену, гепарда. У зебр отличное зрение и слух. Они могут видеть в темноте и мгновенно предупреждают друг друга об опасности. В начале времен все лошади были одинакового серого цвета. Зебра была самой быстрой и гордой из всех. Когда люди впервые добыли огонь, все животные пришли посмотреть на это чудо. Зебра подошла слишком близко к костру, желая показать свою смелость.
Языки пламени лизнули ее бока, оставив черные полосы на белой шкуре. Но вместо того, чтобы причинить боль, огонь даровал зебре особую силу. Ее полосы стали отражать злых духов и защищать от диких хищников. С тех пор зебры носят огненные отметины как знак храбрости. В мудрости древних африканских племен зебра – это живой символ космического равновесия. Ее полосы, словно застывшая музыка контрастов. Свет танцует с тьмой, добро обнимает зло, стремительное движение сменяется безмятежным покоем. Все в природе стремится к гармонии, как черно-белые линии на бархатистой шкуре этого удивительного создания. Так завершается первая глава нашего магического путешествия по сердцу Африки. Мы услышали первобытный рык льва, эхом отзывающийся в наших душах. Заглянули в бездонные глаза жирафа, хранящие мудрость тысячелетий. Почувствовали опьяняющую скорость гепарда, разрывающего ветер своими когтями. И ощутили древний ритм африканской земли, пульсирующий в каждом шаге зебры. Но это лишь пролог к великой саге дикой природы. Пусть Африка станет вашим учителем. Она шепчет нам о том, как хрупок и одновременно прекрасен этот мир. Каждое дыхание саванны, каждый закат над акацией, каждый взгляд дикого зверя – это урок о том, что жизнь драгоценна во всех ее проявлениях. Берегите эту красоту, уважайте каждое создание, от величественного слона до крошечной саванской мухи. И тогда природа откроет вам свои самые сокровенные тайны, подарит моменты, которые останутся с вами навсегда. Ваше путешествие продолжается. Если африканские ветры коснулись вашего сердца, поделитесь этим чувством. Расскажите в комментариях, какой из наших спутников запечатлелся в вашей памяти ярче всего. Был ли это царственный лев, философ-жираф, стремительный гепард или мудрая зебра? Подписывайтесь, чтобы не потерять нить нашего повествования. Вторая глава будет еще более захватывающей. До новых встреч, друзья-путешественники! Африка не отпускает тех, кто однажды услышал ее зов. И мы обязательно вернемся, когда первые лучи нового дня позолотят вершины баобабов. Fereta ye